Добрый день, уважаемые дамы и господа. Рады видеть вас в Министерстве обороны, в Национальном центре управления обороной. Сегодня наш брифинг посвящен подготовке и проведению наиболее значимого для Вооруженных сил Российской Федерации в летнем периоде обучения. Совместное стратегическое учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2017». Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Васильевич Фомин детально расскажет вам о предстоящих в сентябре учениях «Запад-2017». Александр Васильевич, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Итак, сегодняшний наш брифинг посвящен совместному российско-белорусскому стратегическому учению «Запад-2017». С 14 по 20 сентября 2017 года под руководством начальников генеральных штабов Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проводится совместное стратегическое учение «Запад-2017». Это учение является завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Беларуси и России и проводится раз в 2 года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Несмотря на плановый характер, учение «Запад-2017», еще не успев начаться, стало объектом пристального внимания наших уважаемых зарубежных коллег и средств массовой информации. Уже несколько месяцев крупнейшие мировые средства массовой информации, а вслед за ними и политики, будоражат общественное мнение, распространяя мифы о так называемой российской угрозе. Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учение «Запад-2017» якобы готовится плацдарм для вторжения и оккупации Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Кроме того, объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств наших стран и распространялась российскими и белорусскими информагентствами. За последние годы в Вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь произошли изменения как в организации боевой и оперативной подготовки, так и в управлении войсками. Проверить эффективность таких изменений можно только на практике. Практический этап подготовки к учению был начат в марте 2017 года, когда в Москве состоялась стратегическая командно-штабная тренировка с центральными органами военного управления Вооруженных сил. После этого в Минске прошла штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск, а в Санкт-Петербурге командно-штабная тренировка Западного военного округа. В мае и июле начальники штабов руководства учения провели рекогносцировку районов практических действий войск. Также в июле состоялось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны на западном стратегическом направлении с привлечением оперативной группы от Вооруженных сил Республики Беларусь. В августе
в Западном военном округе прошла командно-штабная тренировка, а после нее серия учений по видам обеспечения совместных действий. Учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Республике Беларусь, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях Российской Федерации. Предварительное уведомление всем государственным участникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о военной деятельности при проведении учения, а также приглашение на него наблюдателей направлено 1 августа этого года. Цель учения – отработка вопросов подготовки и применения группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. В ходе него будут отработаны задачи совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжения перспективных систем управления войсками и оружием, апробированы положения новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь. Командующие, командиры и штабы получат практику в планировании мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками в ходе их проведения. Учение пройдет в 2 этапа. Первый продолжительностью 3 суток, второй – 4 суток. На первом этапе объединенным командованием региональной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь предполагается осуществить завершение подготовки войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника, а также наращивание группировки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны для прикрытия важных государственных и военных объектов, а также отработать вопросы организации взаимодействия и обеспечения в интересах решения поставленных задач. На втором этапе планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки. Замыслом учения предусмотрено, что на территории Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в союзном государстве. Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику, как с воздуха, так и с моря. Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов. Переброска воинских частей и подразделений региональной группировки войск в районе действий банд формирований с их последующей изоляцией. Действия группировки военно-воздушных сил и противовоздушной обороны по поддержке сухопутных сил и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных банд формирований. Проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований, стабилизация обстановки. Обеспечение силами Балтийского флота морской блокады района проведения специальной операции, пресечение отхода банд формирований по морю. На этом направлении в Западном военном округе
под руководством командиров соединений будет проведен ряд тактических учений антитеррористической направленности с подразделениями вооруженных сил, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службы безопасности России и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В Республике Беларусь будут задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лос-Видо, Осиповичский, 2 полигона военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, Ружанский и Доманово, а также 1 участок местности Дретунь. В Российской Федерации войска будут обучаться на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский. К участию в учении планируется привлечь около 12 700 военнослужащих, из них от Вооруженных сил Республики Беларусь около 7200 человек, от Вооруженных сил Российской Федерации около 5500 человек, из них на территории Республики Беларусь около 3000. Около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе до 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей. Таким образом, численность привлекаемых войск, танков, боевых, бронированных машин, артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, количество планируемых самолетов-вылетов не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года. Вместе с тем, стремясь к максимальной транспарентности, мы в инициативном порядке пригласили для посещения заключительного, наиболее активного и насыщенного этапа совместного стратегического учения «Запад-2017» на полигоне Лужский, Ленинградская область, руководство оборонных ведомств ряда зарубежных государств и представителей военно-дипломатического корпуса. Напоминаю о направленном военном атташе приглашение посетить 18 сентября 2017 года указанное мероприятие. В ходе этого мероприятия планируется также брифинг на тему цели и порядок проведения совместного стратегического учения «Запад-2017», а также наблюдение за практическими действиями войск. В состав органов управления вооруженных сил России и Белоруссии, привлекаемых к учению, будут включены представители генеральных штабов 2 государств, органов управления Западного военного округа, военно-транспортной авиации вооруженных сил Российской Федерации, а также командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь. Кроме того, для планирования совместных действий от российской стороны будут привлекаться оперативные группы других силовых ведомств, о чем мы докладывали выше, а именно Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная служба войск Национальной гвардии России, Федеральная служба безопасности России и Министерство России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В заключение подчеркну, что учение «Запад-2017» помимо антитеррористической направленности носит сугубо оборонительный характер. Несмотря на то, что его основная часть проводится на территории Республики Беларусь,
При разработке замысла подразумевался любой условный противник, не имеющий никакого отношения к конкретному региону. По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке земного шара. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Васильевич.